Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и сад Александра. В этом видео хочу показать вам, какие сорта и гибриды ультраранних огурцов буду выращивать в этом году в теплице и открытом грунте. Чем хороши эти ультраранние сорта и гибриды огурцов? Им не нужно дополнительное освещение в процессе выращивания после посадки в теплице. Селекционеры уже позаботились о том, чтобы вы смогли сэкономить на освещении, а значит оптимизировали свои счета за электричество. Еще один плюс – очень короткий вегетационный период, всего около 40 дней с момента посадки рассады на постоянное место и до начала плодоношения. И, наконец, третье преимущество – очень высокая урожайность, не менее 20 кг с каждого квадратного метра площади посадки. Ну а перед тем, как перейти к обзору, хочу попросить вас поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Обещаю, впереди вас ждет много интересных огородных и садовых историй. А теперь список ультраранних партенокарпических, то есть самоопыляемых сортов и гибридов огурцов, которые я буду выращивать в этом году. Под первым номером огурцы Арктика F1. Огурцы Арктика – это сверхранний или ультраранний высокоурожайный партенокарпический, то есть самоопыляемый гибрид огурцов корнишонного типа. Авторство на семена гибрида Арктика принадлежит корейской семенной компании Nongwoo Bio. О том, что огурец действительно ультраранний, свидетельствует его период вегетации. От момента всхода и до начала плодоношения растению нужно всего 35-40 дней. Плоды – маленькие корнишончики, размер плода 10-11 см, цилиндрической формы, массой 100-120 грамм. Почему я выращиваю Арктику? Из-за высокого урожая. В каждом междоузлии одновременно созревает 2-3 огурца. На 1 квадратном метре площади посадки можно собрать целых 2 ведра огурцов, что, согласитесь, под силу не каждому сорту. А также я их выращиваю из-за того, что этот гибрид может использоваться как в открытом грунте, так и в теплице. Плоды у Арктики не очень большие, с плотной, вкусной и ароматной мякотью, без пустот и без горчинки. Семенная камера тоже небольшая. Растение устойчиво к пироноспорозу, паутинному клещу и тле, главным огуречным вредителям. Чтобы куст равномерно плодоносил, нужны регулярные подкормки калийно-азотными минеральными удобрениями и листовые подкормки бором и кальцием. Если вы решили выращивать этот гибрид в теплице, на рассаду его можно посеять уже во второй половине февраля. Приблизительно через 3 недели, к 21 марта, рассаду можно высаживать в теплице, а в апреле вы уже будете лакомиться свежими огурчиками. Огурец Арктика F1 нуждается в подвязке и формировании в один стебель. Лианы вырастают до 2 метров. Чтобы урожай был стабильным, нужно чередовать органические и минеральные подкормки и проводить регулярный полив. В химических обработках огурцы Арктика практически не нуждаются. Иммунитет к заболеваниям у растений довольно высокий. Плоды идеально подходят для употребления в свежем виде, для продаж на рынке и даже для засолки. Под вторым номером огурцы Кибрия, Кибрия F1. Огурцы Кибрия для тех, у кого весна начинается поздно и в теплице или парнике недостаточно солнечного освещения, что, к сожалению, и задерживает рост рассады и молодых растений огурцов. Поэтому, выбрав партенокарпические огурцы Кибрия, вы просто решите проблему недостатка освещенности, ведь этот гибрид огурца специально создавался голландской компанией Rijkswaan Нидерланды, чтобы потребитель не заморачивался установкой искусственного освещения. Огурцы прекрасно развиваются и при недостатке солнечного света. Первые плоды можно пробовать уже на 40-й день после высадки рассады на постоянное место. Лучше, конечно, выращивать эти огурцы в теплице. Опытные огородники знают, что в теплице они меньше болеют, быстро развиваются и лучше плодоносят.
Но если теплицы нет, можно посадить на рассаду, обеспечить уход за рассадой в доме, пока пройдут возвратные заморозки, и уже в мае высадить рассаду огурцов кибрия в открытый грунт. И поверьте, вы не пожалеете. Огурцы завязываются хорошо. Если вы продаете овощи на рынке, это лучший выбор. Оставив огромные цветы огурца на кончиках плодов, вы немало удивите своих покупателей. Плоды имеют насыщенный темно-зеленый цвет, размер 10-11 см, ровные, с бугорками, мякоть плотная, хрустящая и не горчит. На каждой огурцовой лиане этого гибрида формируется до 25 огурчиков. С 1 квадратного метра можно насобирать до 20 килограммов огурцов. Урожай можно есть как в свежем виде, так и мариновать, солить и консервировать. Огурцы кибрия F1 хорошо приспосабливаются к перепадам температур, однако могут страдать от излишней жары в теплице, поэтому помещение нужно периодически проветривать. На рассаду семена этого огурца можно высевать уже в декабре, если вы будете их выращивать в отапливаемой теплице. Для неотапливаемых теплиц лучшее время посева в апреле. Всходы появляются при температуре не ниже плюс 25 градусов Цельсия. Для предотвращения вытягивания рассады далее температуру следует снизить на 5 градусов. Эти огурцы требуют опоры, выращиваются в один стебель. Высота лианы достигает 2 метра 40 сантиметров. Для достижения хорошего развития растения нужно ослепить первые 4 пазухи на стебле, где формируются цветы и плоды. Кибрия нуждается в интенсивных подкормках, для которых можно использовать и органические удобрения, перепревший навоз, и неорганические удобрения, содержащие фосфор, кальций, калий и небольшое количество азота. Подкармливайте и поливайте огурцы регулярно, и урожай будет обеспечен. Чтобы растение стабильно плодоносило и плоды не перерастали, их нужно собирать каждый день. Под номером 3 ультраранний огурец гибрид Каприкорн F1. Огурцы Каприкорн турецкой селекционной компании Yüksel Tohum принадлежат к типу ультраранних партенокарпических гибридов так называемого пучкового и корнишонного типа, у которых в каждом плодовом узле растет до 5 плодов. Вегетационный период 32-35 дней. Каприкорн подходит для выращивания и в первом, и во втором обороте. Выращивается на шпалерах. Гибрид хорошо переносит жару, плоды быстро наливаются, растение довольно стрессоустойчивое, плоды имеют хороший презентабельный вид. Перед посадкой каприкорна, чтобы получить хороший урожай, убедитесь в том, что растения будут получать достаточное количество света и тепла, не будут страдать от ветра. Из-за своей сверхранней поры созревания огурцы имеют несколько мягкую структуру, чем-то напоминают мне хорошо знакомый всем гибрид огурец Маша. И формы они похожи, небольшие, размер плода 12-14 см, вес 120-140 грамм, и структура клетчатки практически такая же. Цвет плода темно-зеленый, со светлыми полосами ближе к носику. Кожица покрыта небольшими шипами. Каприкорн лучше употреблять в свежем виде, он хорош для продажи, а вот для засолки стоит поискать более подходящие сорта или гибриды. Для поддержания продуктивности растение нуждается в регулярных калиевых подкормках и периодических умеренных поливах. Огурцы Каприкорн подходят для выращивания и в парниках, и в открытом грунте. Перед высадкой рассады в открытую почву или перед посевом семян важно убедиться, что почва прогрелась до плюс 15 градусов Цельсия, не ниже. Под номером 4 мой верный гибрид, который я выращиваю практически каждый год, огурцы Амур. Огурец Амур F1 – это ультраранний партенокарпический, очень урожайный гибрид селекции компании Bijtzaden, Нидерланды, который можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. Это любимчик многих огородников, имеющих большие теплицы, потому что он ранний, очень урожайный и довольно вкусный. Прогуливаясь по местному рынку, специально поспрашивайте у продавцов, как называются огурцы, которые они вам предлагают.
Уверена, примерно в 80% случаев они вам ответят, что это огурцы Амур. Вегетационный период 40-43 дня. Огурец скороспелый, лианы этого партенокарпического гибрида очень мощные. В каждом плодовом узле формируется 8, 10 и более плодов. На протяжении всего сезона при достаточных подкормках растение стабильно и хорошо плодоносит. Размер плодов 6-12 см. Плоды правильной цилиндрической формы, темно-зеленого окраса, не желтеют, без горечи, очень мясистые, имеют маленькую семенную камеру и тонкую кожицу. Огурцы Амур F1 имеют прекрасный вкус и хорошо транспортируются. С каждого квадратного метра площади посадки можно собрать 25-28 кг огурцов Амур F1. Это растение устойчиво к жаре, к недостатку влаги в воздухе, к таким заболеваниям, как мучнистая роса и пироноспороз. А еще этот гибрид – идеальный выбор для сбора и производства крошечных огурцов – пикулей. Ну и, наконец, под номером 5 огурец Эколь F1. Я была очарована его вкусом еще в прошлогоднем овощном сезоне и решила продолжить в этом. Огурец Эколь – ранний высокоурожайный партенокарпический гибрид голландской селекционной компании Сингента. В прошлом году я его уже выращивала и хочу отметить, этот огурец имеет очень нежный, тонкий вкус, сочную нежную мякоть, красивый товарный вид и высокую урожайность. Я довольна результатами. В этом году снова буду выращивать его в теплице через рассаду. Вегетационный период у растения 42-45 дней. Этот гибрид огурцов можно выращивать как в открытом, так и в закрытом грунте, в первом и во втором обороте, и в весенне-летний, и в летний-осенний период. Размер плода 8-10 см. Это огурчики корнишонного типа. В каждом плодовом узле растение формирует от 5 до 8 плодов, поэтому их можно собирать и как крошечные пикули. Это яркий представитель так называемых пучковых огурцов. Огурцы самоопыляемые, цилиндрической формы, темно-зеленого цвета с белыми шипами. Пригодны и для употребления в свежем виде, и для засолки, и для консервирования. В неотапливаемую теплицу можно высаживать 20-25-дневную рассаду в начале мая, когда почва прогреется до 14-15 градусов. Если вы практикуете посадку путем посева семян, то заделывать их нужно на глубину 1,5-2 см в хорошо удобренную почву. На каждый квадратный метр площади обычно высаживают 3-4 растения. Чтобы урожай был стабильным и высоким, нужен частый полив каждые 2-3 дня с обязательной подкормкой 1 литр навоза на 10 литров воды. Также каждые 10 дней требуется азотно-калиевой подкормки 10 грамм удобрения на 10 литров воды. Чередование органических и неорганических подкормок. Полив нужно делать вечером. Гибрид Эколь F1 выгодно отличается от других сортовых гибридов высокой урожайностью до 20 кг с каждого квадратного метра посадки, устойчивостью к грибковым болезням, в том числе и к мучнистой росе, и прекрасно восстанавливается после стрессовых погодных условий. Ну вот, в списке ультраранних сортовых гибридов огурцы, которые я буду выращивать в этом году, наконец перечислены все, те, о которых я решила вам рассказать. Надеюсь, вам тоже будет легко сделать свой выбор после просмотра этого видео. А в качестве вознаграждения за мою работу не поленитесь поставить лайк и подписаться на мой канал, а также поделиться этим видео в соцсетях со своими друзьями и знакомыми. Всем спасибо и до скорой встречи!